Княжна Вера оперировала в специально оборудованном железнодорожном вагоне и в палатках, обложенных глиной для защиты от холода. Только за первые 6 дней работы санитарного поезда она сделала 56 сложных операций. Выдающийся хирург-практик, она успешно оперировала легендарного генерала Гурко и пленного японского наследного принца, который впоследствии прислал дары русским монархам и назвал ее княжной милосердия с руками, дарящими жизнь. Вера Гидройц была одной из первых в России женщин-хирургов. Одна из первых женщин в мире, получившая звание профессора хирургии. Вера Игнатьевна родилась 7 апреля 1870 года в Орловской губернии. Она принадлежала к древнему и знатному литовскому княжескому роду Гидройц. В детстве Вера любила играть в мальчишеские игры, ведь мальчикам, как известно, дозволялось большее. Родители часто позывали ее и шепотом говорили: «Как ты себя ведешь? Ты же княжна!» Но Вере было все равно. Ей нравилось прыгать и лазить по деревьям. Желание стать врачом появилось у Веры после череды болезней и смертей близких людей, в том числе и после смерти ее любимого брата Сергея, чьим именем она впоследствии будет подписывать свои литературные сочинения. Однажды в сентябре 1894 года супруги Гидройц получили неожиданное письмо от 18-летней дочери. Во-первых, Вера неожиданно вышла замуж. А вторая новость была еще более невероятной. Она писала, что едет учиться в Швейцарию на медицинский факультет Лозаннского университета. И это будучи женщиной в те времена. Но, как вы знаете, считалось, что медицина и тем более хирургия – это вообще не женское и лучше от греха подальше. Брак ее с господином Белозеровым был фиктивным. Сразу после подписания документов молодожены разъехались, чтобы больше не встречаться. Вера действительно поступает на медицинский факультет. Первые операции проделаны ею под руководством Цезаря Ру, широко известного в Европе врача и ученого. Цезарь Ру берет ее в свою клинику, где спустя некоторое время она становится старшим ассистентом. Здесь же, в Лозанне, она встречает девушку по имени Рики Гюди, свою первую настоящую любовь. Она полюбила ее настолько сильно и страстно, что отказывалась от многих мужчин, пытавшихся завладеть ее вниманием. У девушек все было хорошо, они были вместе. Но однажды Вере пришло письмо из дома. «Саша умерла от воспаления легких. Мать нервно больная, приезжай. Я никогда не звал тебя, но это необходимо. Заканчивай службу и домой. В 7 верстах от нас строится новый завод. Нужен хирург. Я дал слово за тебя. Не могу писать, тяжело». Письмо с таким содержанием получила Вера от отца. Самоотверженная девушка быстро начала собираться домой, в Россию, на помощь родным. Распрощалась с возлюбленной, но взяла с нее обещание, что они обязательно встретятся. На родине же Веру ждала очень тяжелая обстановка. Уставший отец и мать с надломленным душевным здоровьем. Вера начала работать еще больше. Сутками она пропадала на Мальцовском цементном заводе. В это время в условиях заводской больницы она провела уникальную операцию на тазобедренных суставах и сумела поставить на ноги сына мастера, который долгие годы проводил время в полусидячем положении. После этой операции он через 3 месяца просто забыл про костыли, а Гидройц стала знаменитостью. 7 февраля 1903 года, успешно сдав университетские экзамены, она получила диплом с записью о присвоении звания «женщина-врач», а технология, проведенной ею операции на тазобедренных суставах, рассматривалась на ученом совете университета. Но все это время Вера думала не только о работе. Она помнила свою возлюбленную, которая дала ей обещание приехать. К сожалению, этого не случилось. Через 2 года от Рики пришло последнее письмо. «Не жди, я рвусь к тебе, но не могу оставить детей и дело. Разбивая свою, а может быть и твою жизнь, я исполняю свой долг, легший бременем на наши плечи. Вера, я так страдаю». И Вера тоже страдала, вплоть до неудавшейся попытки застрелиться. Пуля пробила сердечную сумку. Веру удалось спасти только благодаря мастерству ее коллег, которые тактично не задавали вопросов. Гидройц долго приходила в себя после попытки свести счеты с жизнью. Вскоре она пошла залечивать, если так можно сказать, душевные травмы, туда, где, казалось бы, сделать это невозможно. Но зато легко можно забыться. На войну. Среди тех, кто пошел на фронт, в качестве хирурга Красного Креста была княжна Гидройц, главный хирург санитарного поезда. Говорилось в рапорте о русско-японской войне. Тогда же слава первой женщины-хирурга дошла и до императрицы. И Александра Федоровна выказала желание заполучить диковинку в свой госпиталь при Царском Селе. Гидройц поначалу произвела на царскую семью шокирующее впечатление. Княжна коротко стриглась и предпочитала мужской костюм с галстуком. Постоянно курила, а о себе говорила в мужском лице: «Я прооперировал, я осмотрел». Для августейших особ все это выглядело прям очень, сами понимаете как. Но это не помешало Александре Федоровне и ее дочерям под руководством Веры освоить труд сестер милосердия.
Императрица Ольга и Татьяна не гнушались никакой работы и послушно ассистировали при операциях. Иногда даже бывало так, что увлеченная работой Вера могла как-то прикрикнуть на Александру Федоровну, но та не обращала внимания. Однако один эпизод все же немного омрачил их дружбу. Вера Игнатьевна посмела выставить из палаты самого любимца, просто обожаемого святого Божьего человека Григория Распутина. Он зашел проведать знакомую, но выглядел как всегда. Зашел по привычному в грязных сапогах и одежде, так как привык, что все двери ему открыты и в таком виде. К его сожалению, Гидройц привыкла, что в ее палатах царит чистота, а не антисанитария, так что, не побоясь всемогущего старца, Вера взяла его за шкирку и тотчас же выкинула из палаты. Конечно, тот факт, что женщина была назначена главным врачом госпиталя, многим не давал покоя. И, естественно, сыпалась куча недовольных писем от разных лиц. В них отмечалось, во-первых, что должность была предназначена для другого врача. Во-вторых, что женщина-врач, которая заместитель еще и старшего врача, на время его отсутствия будет начальником над всем персоналом, а это первый такой случай в Министерстве императорского двора. В-третьих, что назначение на должность старшего ординатора приравнивается к 7 классу и требует разрешения министра, а чтобы его получить, необходимо прослужить в Царскосельском госпитале несколько лет. Но воля Александры Федоровны была непреклонна, и 31 июля 1909 года инспектор придворной части получает вот такое письмо. Министр императорского двора, согласно преподанным ей величеством, государыню императрицу Александры Федоровны указанием приказал назначить княжну Гидройц старшим ординатором при Царскосельском госпитале дворцового ведомства. Но, к сожалению, через 8 лет началась революция, и все кардинально изменилось. Все, что имело отношение к царской семье, было обесценено, и все, кто имел. В 1918 году, будучи хирургом 6-й сибирской стрелковой дивизии, Гидройц получила на фронте ранение и была эвакуирована в Киев, но встала на ноги, окрепла и приготовилась к работе. Однако не получила ее. Отказ за отказом ждал одного из самых талантливых хирургов страны, когда она пыталась устроиться на работу. Княжеское клеймо перед советской властью было важнее медицинских заслуг. И неважно, врач ты и кто ты вообще, делаешь ли ты благое дело, ты просто не нужен. У Веры было лишь одно утешение в это время. Она сблизилась с графиней Марией Нирот. Они познакомились еще до революции в том самом Царскосельском госпитале, когда Вера готовила знатных женщин работать там медсестрами. Но нельзя не упомянуть, что Гидройц была не только врачом, она еще и писала стихи. Конечно, ее стихи не были высоко оценены в литературных кругах, но тем не менее они были очень искренние и живые. Одной из них она, вероятно, посвятила своей возлюбленной Марии. Не надо, нет, не разжимай объятий. Не выпускай меня, не надо слов. Твой поцелуй так жгучий ароматен, и как шатер безведен наш альков. Еще опять века изжить в мгновение, дай умереть, сама умри со мной. Ночь молчаливая льет чары иступления, росой звонкою на землю сводит зной. Вот распахнули звездные палаты, лапзани слившись жизнью одной. Не надо, нет, не разжимай объятий. Дай умереть, сама умри со мной. В 1931 году Вера знакомится с художницей Ириной Дмитриевной Авдеевой и с ее мужем Леонидом Семеновичем Поволоцким. Между ними завязывается крепкая дружба. Вот что пишет в воспоминаниях Ирина Авдеева. Дети Марии Дмитриевны едва ли не открыто недолюбливают княжну Веру Игнатьевну. Большая, одетая в мужской костюм и говорящая о себе в мужском роде женщина вызывала у них отторжение, а нескрываемая любовь к ней их матери только усиливала негатив. Дружба с ней во многом изменила меня. Она жила в том же доме, что и мы с мужем, и была старшим хирургом города. Жила она в большой квартире с Марией Дмитриевной Нирот и ее детьми. Отношения у них были супружеские. Обе очень близки были к царской фамилии и бежали из царского села в Киев, где скрывались долго в Киево-Печорской лавре у монахов. Вместе с Верой Игнатьевной мы написали сценарий «Профилактика рака». Его приняли к постановке, даже аванс нам выдали, но почему-то сценарий так и не пошел в производство. Гидройц много писала научных статей о раке и отвергала теорию вирусного происхождения рака. Она считала, что это патологический рост остаточных зародышевых клеток. Рак, с которым она боролась хирургическим ножом, жестоко отомстил ей. В 1932 году она погибла от рака брюшины с метастазами в печень, через год после перенесенной операции. Когда-то Вера Гидройц лечила Николая Гумилева, и он воспылал к ней нежными чувствами, но она дала ему понять, что... Пленительная, злая, неужели для вас смешно святое слово «друг»? Вам хочется на вашем лунном теле следить касание только женских рук. Любовь мужчины, пламень Прометея, и требуя дарит. Пред ней душа, волнуясь и слабея, как красный куст горит и говорит. Орел Сафо у белого утеса торжественно парил, и красота бесстенных виноградников Лесбоса замкнула богохульные уста.
Дорогие девушки на моем канале, я, скорее всего, не успею выложить этот ролик на 8 марта, но я в любом случае хочу сказать, я поздравляю вас. Боритесь, оставайтесь сильными, смелыми, умными. Не пытайтесь никому ничего доказать, только самой себе. У вас есть все, что вам нужно. На протяжении всего времени женщинам бесконечно приходилось что-то доказывать. Вера Гидройц еще один пример такой женщины. Но именно благодаря тому, что они существовали, и тому, что они уже достаточно доказали, вам не нужно ничего никому больше доказывать. Вы прекрасны, не позволяйте негативным вибрациям окутывать вас. Я люблю каждую из вас на моем канале и благодарю вас за вашу поддержку. Спасибо за просмотр, друзья. С вами была Дарки. Впереди очень будут неожиданные интересные герои, так что оставайтесь со мной и до новых встреч.